Слышали когда-нибудь про план Путина? Про него много говорили в 2000-х. Якобы есть какой-то план, по которому этот самый Путин обеспечит всем россиянам сладкую жизнь. Само собой, серьезно воспринимать это было сложно, и чаще всего про план Путина просто шутки шутили. Теперь, правда, уже не до шуток. Сладкая жизнь в России так и не наступила, скорее наоборот. Вот только Путин остался, никуда не собирается и продолжает строить какие-то планы. Сейчас они связаны в основном с Украиной. События последнего года показали, что планировщик из Путина так себе. Вместе с нашими партнерами, украинским 24 каналом, мы сейчас расскажем, почему. Ну и попросим вас подписаться и поставить нам лайк, если вам не жалко. Спасибо. У российских властей, как оказалось, есть одна особенность. Они, кажется, сами не знают, чего хотят. Или знают, но не говорят. Вот смотрите, больше года назад российские чиновники изо всех сил клялись, что не будут устраивать войну. Какой смысл России на кого-то нападать? Если послушать американцев, то вот где-то вот в ближайшие недели должно состояться российское вторжение на Украину. Откуда ноги растут? Потому что ведь, ерунда. Да. Должен всех успокоить, ничего такого не будет. Они повторяли это раз за разом, пока внезапно 24 февраля 2022 года не стало ясно, что все это был обман. Войну они начали, и она не заканчивается до сих пор. Вот только российские официальные лица за это время так и не смогли определиться, зачем именно начали вторжение. Судите сами. 24 февраля в своем обращении Путин назвал сразу несколько своих целей в Украине. Первое, это по его словам, защита неких людей, которые в Украине 8 лет подвергались издевательствам и геноциду. Вторая и третья цели – демилитаризация и денацификация Украины. И давайте скажем прямо, до сих пор никто не может объяснить, что это вообще означает. Но даже это не самое главное. Вот что Путин сказал 24 февраля. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. И эти слова тоже оказались враньем, потому что Россия не только попыталась оккупировать украинские территории, но даже на бумаге аннексировала сразу несколько регионов страны. Путин лично объявлял об этом в торжественной обстановке. О том, что оккупировать Украину россияне не собираются, говорил и министр обороны России Сергей Шойгу. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Правда, цели войны у него были немного не такие, как у Путина. Вот в самом начале марта прошлого года он рассказывал, что, оказывается, Россия начала войну, чтобы защититься от Запада. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада. Тогда российские войска еще стояли под Киевом, но уже в конце марта стало понятно, что захватить украинскую столицу им не удастся. И планы России снова волшебным образом поменялись. В конце того же месяца замначальника российского генштаба Рудской скромно сообщил, что на самом деле цель всей войны – это, как он выразился, оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик. Ее основной целью является оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик, подвергавшемуся в течение 8 лет геноциду со стороны киевского режима. Помощи не получилось, зато получились уничтоженные города, выжженная земля и десятки тысяч погибших мирных жителей. Российскую армию выбили из-под Киева, и цели войны для России снова начали меняться. Прошлой весной там начали говорить о начале какой-то второй фазы, и ее главные задачи уже были совсем другие. Откуда-то взялся какой-то коридор в Приднестровье, и об этом рассказывал целый замкомандующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миникаев. Что было дальше, мы знаем. До Приднестровья российская армия так и не дошла. В мае ей удалось завладеть Мариуполем, точнее тем, что от него осталось. И с момента начала полномасштабного вторжения это самый крупный населенный пункт, который попал под российскую оккупацию. А Путин, который обещал не захватывать чужие территории, недавно катался там за рулем автомобиля. Ну и выслушивал крики местных о том, что все это показуха. У меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, конечно. В том же мае 2022 глава российского министерства иностранных дел Лавров, кстати, утверждал, что российская армия ни в коем случае не хочет менять власть в Украине.
Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. И это полностью расходится с заявлением Путина от 25 февраля. Ведь тогда он прямо призвал украинских военнослужащих взять в руки оружие и совершить государственный переворот. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. Впрочем, Лавров, который сначала уверял, что Россия не хочет менять власть в Украине, уже через пару месяцев говорил прямо противоположное. В конце июля 22 года он заявлял, что Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима. Мы поможем украинцам избавиться от этого режима, этого античеловечного, антиисторического режима. К осени украинская армия перешла в контрнаступление, и оно оказалось крайне успешным. Украина вернула под свой контроль практически всю территорию Харьковской области, а российская группировка была вынуждена буквально бежать с позиций, бросая технику. На этом фоне в сентябре Кремль был вынужден объявить в стране мобилизацию, а у самой войны начали появляться новые цели. Новые и очень странные. Например, помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов вдруг заявил, что в Украине якобы было много религиозных сект, и российской армии нужно провести там десатанизацию. И над этим можно было бы даже посмеяться, если бы это не говорилось всерьез. И точно такую же идею о борьбе с сатаной в Украине высказал зампред Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев, тот самый, который раньше был президентом. Так вот, осенью он заявил, что цель России — остановить верховного властелина ада. Очевидно, что какие бы цели ни называли российские власти и Путин, ни одной из них они так и не достигли и даже не приблизились к этому. Осенью российские войска оставили Херсон, единственный областной город, который им удалось захватить с февраля 2022 года. Сейчас российская армия и наемники из Вагнера уже который месяц пытаются завладеть Бахмутом, небольшим по украинским меркам городом, от которого практически ничего не осталось. На фоне таких поражений заявления в России о целях войны, скорее всего, изменятся еще не раз. Такая переменчивость в высказываниях может говорить о том, что цели эти озвучивать просто не хотят. Возможно, о настоящих намерениях российского руководства проговорился Лукашенко. Дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государства, государственности Украины. Государственность. Это будет уничтожение Украины. И пока что действия российских войск, оккупация, удары по гражданской инфраструктуре, депортация людей с захваченных территорий, многочисленные военные преступления — все это подтверждает слова Лукашенко.